Всем привет, друзья! Сегодня у нас необычный выпуск. Мы покажем вам, как создать крутой, брутальный мужской интерьер. Так что, пожалуйста, уберите от экранов ваших девушек. Им сегодня будет неинтересно. Сегодня чисто мужской выпуск. Но нахожусь я не в квартире, как обычно. Сегодняшний выпуск пройдет в барбершопе. Мы в Питере, в барбершопе «Дело». И о его интерьерах нам расскажет петербургский дизайнер Дима Курилов. Всем привет! И сейчас я вам покажу, как сделать по-настоящему мужской интерьер. Погнали! Больше всего меня в этом интерьере впечатлила вот эта крутая, гигантская металлическая стена, которая, по сути, как будто она вылита из металла. Откуда вообще взялась концепция, откуда вот пошла идея этого интерьера? Мне хотелось, чтобы эта стена смотрелась монолитная, собственно, поэтому все двери у нас именно скрытого монтажа, но конкретно эта дверь особенная, она имеет реверсивные петли, то есть она открывается внутрь, но при этом находится в плоскости с внешней стеной. Как мне рассказали, попадая в барбершоп, ты попадаешь как будто бы к себе домой в какую-то дружественную атмосферу. Здесь нет вот этого высокого ресепшена, знаете, за которым вот так сидит девушка, которую тебе не видно. Здесь стандартная высота, то есть это высота кухни, то есть это полубарная стойка, и с тобой общаются наравне. Ты здесь можешь сесть, подождать, выпить кофе и классно провести время. За барной находится полноценная мойка, и здесь очень интересный смеситель. Во-первых, он гибкий, то есть мы легко можем доставать до любого угла мойки, вымывать любую грязь, и есть два режима. Во-первых, плотная струя, в которой мы легко выбиваем грязь, там, любую, и можно также простым движением включать режим душа. То есть также легко и деликатно, с меньшим количеством брызг вымывать посуду. Мойка подклеена снизу. Я люблю очень этот прием, потому что легко смахивается грязь. И здесь есть одна маленькая фишечка, которая мне очень нравится. Здесь есть скрытый крючок, который ниже плоскости столешницы. И вот таким простым движением мы можем здесь спрятать тряпку. И визуально у нас чистая столешница без тряпки, которая постоянно вот так лежит, мешает, портит нам внешний вид. Мы очень легко ее прячем сюда вниз, и она никак не портит нам вид. Для мужских интерьеров характерны темные, черные цвета, но если вы их используете, то будьте готовы к тому, что вам постоянно придется убираться. Давайте теперь расскажу про барную стойку. Она также целиком изготавливалась на заказ. Дизайн ее очень минималистичен, кубический, можно сказать. Здесь используется мелкая сетка рабица, а там источник света за матовым рассеивателем. Изначально столешница выполнена из черного мягкого акрила. Естественно, в процессе эксплуатации она зацарапалась, и сверху мы его защитили вот таким вот 8-миллиметровым каленым черным стеклом. Барная стойка и люстра оснащены RGB-лентами, и с помощью пультов дистанционного управления можно вот таким вот легким движением руки изменить цвет света. Какой твой любимый цвет, Саша? Я люблю зеленый. Держи. На самом деле, вот таким простым способом и довольно бюджетным можно легко менять атмосферу в вашем интерьере. Мне очень понравилась фишка с навигацией, то есть здесь каждая зона в этом помещении подписана. Первая надпись, которая нас встречает, говорит о том, куда ты, собственно, попал. Также у нас подписана зона бара, зона дивана, моек и пронумерованные кресла. И мы с некой долей иронии не использовали латиницу, а написали все русскими буквами. Создается впечатление, что на полу бетон. Что это за покрытие? Так как у нас стилистика довольно брутальная и мужская, мы хотели создать ощущение какого-то не жилого интерьера, а скорее какого-то складского помещения. Поэтому всю плоскость пола мы залили микроцементом. Если вы хотите у себя дома настоящую брутальную мужскую кухню, состоящую из литого куска металла, я думаю, что эта концепция вам идеально подойдет. И помимо того, что она брутальная, она еще и визуально смотрится единым блоком с панелями. Она, по сути, да, утоплена, это кухня-ниша. Фартук кухни также выполнен из металла, но столешницы нет. Что здесь находится? Изначально столешница была выполнена из черного акрила, но это очень мягкий материал, а барберы довольно агрессивно работают, и эта столешница
покрылось царапинами, в связи с чем было принято решение дополнительно укрыть его стеклом, черным стеклом. Оно менее восприимчиво к внешним воздействиям. Из чего сделаны фасады? Из того же самого ЛДСП, что и станции наших мастеров, оклеены тонким листом нержавейки. То есть, по сути, вам всю мебель делала одна компания? Да, скорее всего. абсолютно верно. И я хочу еще сказать об одной проблеме, с которой мы постоянно сталкиваемся, многие о ней забывают. Кухонщики, дизайнеры, заказчики, все, то есть о ней даже многие не думают. Но вот этот смеситель, рычаг смесителя, очень часто, когда вам нужно настроить горячую воду и смеситель стоит очень близко к стене, например, как здесь, то если картридж настроен так, что смеситель должен уходить в ту сторону, то он постоянно упирается в стену. Это реальная проблема. И рычаг смесителя должен иметь крайнее положение вертикально, то есть он не должен упираться в фартук и открываться таким образом. У нас очень много разного освещения, и основного, и декоративного, и кухня в том числе оборудована декоративной подсветкой, а сами выключатели у нас накладные и выполнены в ретро-стиле, то есть они вот такие вот поворотные. Сейчас в моду вошли скрытые двери, и здесь они использованы просто по максимуму. Вся стена металлическая, и дверь в ней просто прячется. Я, честно говоря, с трудом нашел туалет, который там находится. Дима, расскажи, пожалуйста, о технических особенностях, как вы эту дверь делали, устанавливали и что это вообще за дверь? Это обычная межкомнатная дверь от Profil Doors, она скрытого монтажа. Изначально мы заказали дверь под окраску, то есть она приехала на объект просто прогрунтованная. Мы установили дверную коробку, поставили полотно, потом это полотно сняли и отправили на мебельное производство, где ребята уже поверх слоя грунтовки наклеили лист нержавейки. И после установки этой двери на объекте нам оставалось просто содрать пленочку. А с обратной стороны она окрашена интерьерной краской. Если вы используете двери скрытого монтажа, то нужно помнить о том, что монтаж коробки идет на черновом этапе. Поэтому двери нужно заказывать заранее, иначе у вас просто может подвинуть черновой этап, и вы просто будете ждать, пока к вам приедут коробки. Обратите внимание, так как дверь имеет нестандартную высоту, она увеличена по высоте, то здесь используются 3 петли. Это позволяет выдерживать больший вес. Полотно двери с внутренней стороны окрашено интерьерной краской. И очень важно подобрать краску с хорошей укрывистостью и износостойкостью, потому что вот в этих местах, особенно если вы девочка, ногтями можно очень быстро нанести много царапин, и дверь обретет неэстетичный вид. Это особенно важно, если используется темная краска, потому что чем темнее цвет, тем ярче видны, тем лучше видны изъяны. Сейчас мы находимся в отдельном кабинете, он отгорожен шумоизоляционной дверью, то есть сюда не проходит звук из барбершопа, там играет музыка, здесь ее нет. Что здесь происходит, какая здесь функция? Это кабинет руководителя. Здесь он работает, проводит встречи и отдыхает. Давай я покажу все подробней. Сам кабинет зонирован таким образом, что в правой его части происходят деловые встречи и переговоры. Здесь руководитель отдыхает и проводит встречи с гостями, а здесь он в уголочке работает. Первое, что я увидел, заходя в кабинет, это, конечно же, вот этот крутой стол и его фактуру, текстуру, вот эта состаренная древесина, она сразу же настраивает нас на какую-то историю, то есть создает какую-то нереальную, брутальную атмосферу. Да, прекрасный стол. Это тоже Тимоти Олтон. Таких столов всего 2 в России. Один находится здесь, а второй в Москве. Вы знаете выражение «дорогой, как крыло от Боинга»? Вот этот стол, мне кажется, полностью олицетворяет это выражение, потому что, во-первых, он похож на крыло от Боинга, во-вторых, он стоит примерно столько же. Чем, в принципе, отличается мужской интерьер от женского? В мужском интерьере, как правило, минимум цвета, но максимум брутальных фактур. То есть даже поверхность, с которой мы взаимодействуем очень часто, это поверхность рабочего стола, она максимально брутальная. То есть если сюда положить какой-нибудь глянцевый экран телефона, он очень быстро поцарапается. На самом деле, я вот сейчас подумал, кто пишет комментарии про пылесборник. Это же обычно девушки, которые вот очень любят делать уборку дома. И вот этот стол, мне кажется, это самый крутой пылесборник, потому что вот сюда постоянно может что-то забиваться. Вот, постоянно. Но в конце года можно собрать печеньку. Эти кресла тоже были в коллекции заказчика. Это натуральная кожа, а эта обивка повторяет фактуры стола и стульев. Хоть я и веган, я не могу отрицать того, что сидеть в этом кресле можно часами.
Здесь используется архитектурный прием, из помещения в помещение перетекает по стенам вот эти красивые шлифованные листы стали. И за счет того, что это шлифованная поверхность, здесь не так сильно видны любые касания, следы пальцев. Потому что если бы это была полированная, как зеркало, сталь, то каждое касание, каждая соринка была бы на ней видна. На моей первой квартире, чтобы сэкономить, я вместо кухни заказал просто разделочные столы, которые используются в ресторанном бизнесе. То есть это было просто 3 стола из нержавейки. На них можно было разделывать мясо, просто вот так резать и так далее. Но они были как раз полированные. И, наверное, первый год вот каждая царапина, каждое касание на них были видны. Но в ходе эксплуатации потихонечку они стали вот такими. И сейчас это смотрится трушно, классно и очень органично. Но вначале это была просто жесть. Поэтому мне очень нравится, что здесь сразу же используют такую красивую шлифованную сталь, и она дает характера, и на самом деле смотрится гораздо дороже, чем просто зеркальная сталь. Про мебель поговорили, давайте теперь поговорим об атмосфере, которая окружает эту мебель. Расскажи об отделке. Особенность отделки всего барбершопа такая, что мы старались все фактуры, которые нам достались от застройщика, оставлять в первозданном виде. То есть эту кирпичную стену мы просто отшлифовали и выкрасили в черный цвет. Точно так же мы поступили с потолком. Всю электрику на потолке мы выполнили наружным способом. Весь пол залили микроцементом. У меня на самом деле больной вопрос, с которым я постоянно сталкиваюсь на стройке. У вас много здесь черного цвета, там черные стены, черный потолок, и он выглядит довольно матовым. То есть нет ли проблем с тем, что кто-то царапает, трогает и остаются следы? На самом деле это самая обыкновенная черная интерьерная краска. Мы красили стены и потолок в 2 слоя. В этом плюс такой стилистики, потому что фактуры и текстуры такие, что даже если ты где-то нанесешь какую-то увечье стене, в общей массе деталей это не будет так заметно. Как я рассказывал в выпуске о интерьере для ленивых, надо просто делать интерьер цвета грязи, и тогда у вас никогда не будет грязи. Сейчас мы в сердце барбершопа, здесь происходит само преображение. Всего у нас 5 рабочих мест, каждое из которых пронумеровано, и пронумеровано не просто так, а в соответствии со скиллом барбера. То есть первое место самое почетное. Что касается дизайна. Кресло рабочее подобрано в соответствии с общей стилистикой. Впереди располагается из зеркала, изготовленное на заказ. Его особенность в его размерах. Сзади у него декоративная подсветка, и оно арочной формы. Эта же арочная форма повторяется у нас в таком ковшеобразном светильнике, который, по сути, служит у нас единственным источником света для мастера. Дима, ты говорил, что какая-то проблема была с этим освещением. Расскажи, пожалуйста. Для барбера очень важно создать равномерное освещение для того, чтобы все области головы гостя освещались равномерно. Этот источник света светит хорошо, мощно, он прекрасно высвечивает макушку, но немного оттеняет виски. Но здесь мы пожертвовали функционалом ради эстетики. Мне очень понравились эти тумбы, расскажи о них. Эти тумбы выполнены на заказ, так же как лаборатория и настенные панели. По сути, это рабочая станция мастера, то есть здесь хранится весь инструмент. У меня такой рабочий вопрос, как от дизайнера. Размеры ты сам придумал или тебе помогали? Габариты, высоту, ширину и размер каждого ящика был предварительно согласован с главным мастером. Из какого материала она сделана? Это ЛДСП, и на все основные видимые элементы этой тумбы наклеены тонкие листы нержавейки. Сколько у вас всего ушло километров металла? Есть какая-то статистика? Мне нужно посчитать в килограммах, наверное, лучше. Я посчитаю и скажу. Здесь очень необычно, в самом центре стоят мойки. Почему так сделано? И это принципиальный вопрос. Обычно мойки, как правило, располагаются либо где-то рядом с рабочими местами, либо где-то в углу. Здесь мы решили, что мойки будут располагаться прямо напротив окна, чтобы когда гость лежал и мыл голову, смотрел на улицу. Мы сегодня рассказываем про брутальные мужские интерьеры, а какой брутальный мужской интерьер может обойтись без приставки. Поэтому пока вы ждете свою очередь, вы можете круто поиграть в Xbox. Но для начала его нужно включить. Важной эстетической составляющей частью интерьера являются вот эти вентиляторы. Они не только охлаждают воздух, но и создают какую-то динамику в интерьере в тот момент, когда работы даже не происходит. Важнейшим моментом при проектировании коммерческих интерьеров является бюджет. Поэтому здесь мы приняли решение не менять радиаторы. Мы оставили стандартный экранный радиатор, который нам достался от застройщика, просто выкрасили его в черный цвет. И, возможно, в скором времени, когда ребята настригут баблишко, мы поменяем их на какие-нибудь ретро-радиаторы.
Для акцентирования внимания на деталях мы использовали технический свет от компании Aledo. Особенность этих светильников в том, что они создают очень равномерное световое пятно, и, ко всему прочему, вы можете изменять фокусировку этого светильника, то есть либо уменьшать пятно и больше фокусироваться, то есть создавать световое пятно более резким, либо, наоборот, делать свет более рассеянным. Обязательно напишите в комментариях, какой дизайнерский прием вам больше всего понравился. Подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить новые видео, а также поддержите видео лайком. Ссылки на все наши соцсети будут под видео. До скорых встреч, пока-пока! Всем пока!